going to have a very wonderful time this morning. Мы сейчас проведем замечательное время друг с другом утром. Give me your full attention just for a few minutes. Всего лишь на несколько минут сконцентрируйте свое внимание. If anyone has studied philosophy, если кто-либо из вас изучал философию, then one of the first impressions that you begin to get is that this subject is huge. It's very, very big. Первое впечатление, которое вы получите от изучения философии, это то, что вы поймете, насколько безграничен этот предмет обсуждения, насколько он обширен. And it's very difficult to know where to begin. Очень трудно также решить, откуда следует начать. And even after studying dozens and dozens of different philosophies, you discover that you are more uncertain about everything than you were when you began. Просьба отключить, пожалуйста, все мобильные телефоны, чтобы мы не отвлекались во время лекции на это. И если даже вы изучите десятки и десятки различных книг, различной литературы, то когда вы придете уже к окончанию вашего исследования, вашего прочтения всех этих различных книг, то вы поймете, что вы еще более запутаны, чем до того, как вы начали все это читать. У кого-то был подобный опыт? Чувствовали вы? Okay. In fact, the father of Western philosophy, Socrates, said that that person is wise who, by analysis, comes to discover that he doesn't know anything. И в действительности отец западной философии, его звали Сократ, он сказал, что посредством получения знания, приобретения знания, в итоге ты приходишь к тому, что ты абсолютно ничего не знаешь. So that's a good beginning point to recognize that truly we don't understand anything. Поэтому в действительности это является хорошим стартом, признать, что мы ничего не знаем. Philosophy should begin first of all with epistemology. Философии надлежит начинаться с эпистемологии. The study of the methodology by which we attain knowledge and analyzing to see is that a valid methodology. Иными словами, это означает, что мы должны прийти к какому-либо методу изучения того или иного предмета и понять, насколько он актуален, насколько он действительно подлинен, значим, So generally, эффективен. when a person wants to understand the truth, understand the world around him, then he uses the two things which are available to him, that is, the perception of the senses and the use of the philosophical, logical, rational inference. И когда человек он хочет постичь какие-то философские истины, то прежде всего его опорными точками являются его собственные чувства, его собственное восприятие ситуации и также те или иные философские доктрины. Рациональный аппарат, философские измышления. So, people always take this approach because those are the only two tools available to them. Люди всегда прибегают к этим двум аспектам. Почему? Потому что они являются единственными доступными к его восприятию инструментами. But it has to be acknowledged that both our senses and also our structures of logic and reason are very limited. Но следует признать, что и наши чувства, и те философские инструменты, та логика, которую мы стараемся использовать, являются ограниченными. Even if hypothetically our rationalizations were accurate, but reason, logic and reason is based on the information we gather by perception. So because our perceptions are imperfect, then whatever we rationalize on the basis of imperfect perceptions will also be wrong. И даже если гипотетически мы представим себе ситуацию, в ходе которой выяснилось бы, что наши догадки являются оправданными и подлинно точными, то из-за того, что все наше восприятие базируется на тех чувствах, которые в принципе по факту являются несовершенными, то это означает, что все же мы не можем полагаться на них как на абсолютно точную подлинную инстанцию. Everything that we see is the effect of the cause which lies behind it. Все, что мы видим, является следствием каких-то лежащих в основе этого явления причин.
And to the effects that we see, we give names. И те следствия, которые мы с вами имеем возможность наблюдать, их мы наделяем определенными именами. For example, if you see in the distance a forest, Например, вдали вы видите лес. you have seen something by your perception, Увидели что-то глазами. and you have given it a name. This is a forest. И дали наименование. Это лес. So if I ask you, what is that? Если я вас спрошу, а что это там вдалеке? You say it's a forest. Вы скажете, это лес. If I say, well, please bring me a handful of forest. А если я скажу, ну принесите мне пригоршню леса? Then when you go there, you'll find that there's no such thing as forest. Когда вы прибудете на это место, где должна была оказаться эта пригоршня, то вы увидите, что нет такого явления, как лес. There are these individual trees Стоят индивидуальные деревья, standing here and there. тут и там. And your mind, not being able to see the individual trees from a distance, has given a name to this something that you are seeing, some effect. Forest. И ваш ум, будучи неспособным разделить эти индивидуальные деревья, увидеть их полноценно каждое, он дает общее название тому, что он видит издали. Это лес. But when you get there, you see there's no such substance called forest. Но как только вы прибудете на это место, то вы увидите, что такой субстанции, как лес, в принципе, не присутствует. At a distance. Это просто наименование, которое вы дали с точки зрения вашего восприятия на дистанции. If you then look at the tree, Если вы посмотрите на деревья, but the tree is made of atoms. а дерево, если вы к нему присмотритесь, состоит из атомов. And these atoms are 99.99999% space. И эти атомы, по сути своей, являются 99,99999 просто пространством. And there are some particles moving very far away from each other very quickly. И какие-то частички движутся друг от друга на достаточно далеком расстоянии. But you have given this name a tree. But actually, it's a collection of very fast-moving particles. Эту субстанцию вы назвали дерево, но в действительности чем она является? Она представляет собой просто симбиоз различных частичек, которые очень быстро движутся друг с другом. And when you analyze those particles, you see that actually they're not really what you thought they were. They're actually other particles. And it goes on and on. The scientists call this the particle zoo. Hundreds and hundreds of smaller and smaller particles. You cannot find the end of it. Эти частички вы назвали дерево, но если вы присмотритесь к этим частичкам, то вы увидите, что что там нет конца и края, что этих частичек их безграничное количество, и все они движутся туда-сюда. So everything that you see is an effect. Даже ученые назвали это зоопарком частичек. И поэтому все, что вы воспринимаете в этом мире, является следствием. And this effect has a cause. У этого следствия есть своя причина. But that cause itself is an effect of another cause. Свой источник, который является следствием другого, предыдущего источника. And that is the effect of another cause. Который является также продуктом другого источника. And another one, and another one. И так продолжается бесконечно. Один And we are источник trying какой-то to search другого. out, well, where does this end? Вы пытаетесь проследить эту цепочку. Где же начало? This is the search for truth. Таков поиск истины. The Vedas say, Janmadyasya yataha. The absolute truth is that from which everything has emanated, the original cause of all the other causes and effects. Веды говорят, Джанмадьяся ятага, что у всех следствий этого мира, всех проявлений этого мира есть определенный источник, из которого все изошло. But now a problem arises. Но возникает проблема. Our senses follow the chain of cause and effect, cause, effect, cause, effect, but then there comes a point where the cause and effects become so fine, so subtle, that our senses cannot go any further. Наши чувства, они пытаются проследить эту причинно-следственную цепочку, но по мере того, как они продвигаются дальше и дальше, они приходят к тому, что эти причины с каждым разом они становятся все более и более тонкими и в итоге недоступными для восприятия наших обусловленных чувств. Because the object we are trying to analyze is actually finer than the instruments that we're trying to analyze it with. Потому что та субстанция, тот источник, который мы пытаемся осознать, является более тонким, чем тот инструмент, наши чувства, которые пытаются осознать этот источник. So there is a line. Есть линия. That line is our perceptual horizon. Эта линия, это наш горизонт восприятия с точки зрения наших чувств, с позиции наших чувств. Just as when you look with your eyes, you only see as far as the horizon. So, this is our perceptual horizon. What is
the other side of that, we don't know. Иными словами, когда вы смотрите вдаль, то вы видите горизонт. Дальше этого горизонта, что находится, вам неведомо. Подобным же образом, наше чувственное восприятие способно дойти до определенного лимита, дальше которого оно просто не может пойти. And we also have, by using sense perception and logic and reason, we have no ability to discover what lies beyond the perceptual horizon. Таким образом, используя наше чувственное восприятие ограниченное и определенные философские концепции, логику, какие-то логические причины, следственные связи, цепочки, за этот горизонт мы перебраться не можем. Таким образом, мы не можем постичь, что является абсолютной истиной. Then what will you do? А что тогда нам остается делать? So God lies the other side of the perceptual horizon. Иными словами, Господь, Он находится за пределами того горизонта, который мы способны увидеть. As the cause of all causes and effects. Как причина, Он является причиной всех причин, источником всех следствий. Or you may say that there's no God. Или вы можете сказать, ну, Бога нет. However, you have not seen beyond the causal horizon, so you have no right to have an opinion on this, because you have no capacity, no ability to have an opinion on what lies behind the conceptual horizon. А тем не менее, ваше утверждение, оно повисает в воздухе по той самой причине, что ваше чувство, ваш инструмент, он просто не способен перебраться на другую сторону горизонта. Поэтому скажете вы, Бог есть или Бога нет, это ничего вам не даст, потому что у вас нет никакого инструмента к тому, чтобы добраться до истины. This brings us to a very important topic of the models that we use to understand reality. Посредством этого мы прибегаем к определенным моделям, тем инструментам, которые помогают нам постичь эту реальность абсолютно. In everyone's mind there's a model of what they think reality is like, and they use that to analyze and interpret the world. У каждого человека в голове есть свое умопредставление, свое мировоззрение, посредством которого он пытается анализировать, что является истиной, что является тем или иным. So one person has a model which includes there's a God. У одних людей восприятие таково, их мировоззрение таково, что да, Бог существует. Another person has a model to understand the world. God is not part of that model. У другого человека существует другая модель в голове. Согласно этой модели, Бога нет. But since no one can see beyond that perceptual horizon, all their models are based on faith. Но поскольку никто за этот горизонт восприятия перебраться не может, поэтому концепция любого человека в первую очередь базируется на вере. This is absolutely essential to understand. Это очень-очень важно понять. Because generally we have the idea that those who believe in God have faith. Потому что обычно мы думаем, что те, кто верит в Бога, это люди, которые наделены верой. And those who don't believe in God, they don't have faith. А те, кто в Бога не верит, соответственно, они лишены этой веры, у них веры нет. But the Bhagavad Gita, there Sri Krishna explains that everyone has a type of faith. В Бхагавад-гите Кришна объясняет, что у каждого человека есть тот или иной вид веры. If someone said there's no God, that's their faith, because they haven't seen the other side of the perceptual horizon. Допустим, кто-то скажет, Бога нет, я в него не верю. Почему? Потому что у него нет инструментов, посредством которых он может перебраться за этот горизонт восприятия. So, in the Bhagavad Gita, there Sri Krishna said, Trividha bhavati saddha dehinam sa swabhavaya. Every living being has a particular kind of saddha, faith. В Бхагавад-гите Кришна утверждает, что каждое из живых существ наделено тем или иным видом шрадхи, означает вера. Now, one of the common mistakes that we make Одна из типичных ошибок, которую мы совершаем, is to believe that our understanding of the world is based on our philosophical analysis. это вера в то, что наше понимание Господа напрямую зависит от философского анализа нашего. But Bhagavad Gita tells this is not the fact. Бхагавад-гита говорит, что это не так. Even Friedrich Nietzsche, the German philosopher, he said that philosophy is not a primary activity of the human being. Даже Фридрих Ницше, немецкий философ, он говорит, что It's not a primary activity. What is it? This philosophy? Yeah, philosophy, philosophizing
is not a primary activity. Что философствование, Фридрих Ницше говорит, что философствование не является главным занятием живого существа. But rather, it is our desire which is primary. Но наше желание идет вперед нашей деятельности. And then we select a philosophy which justifies the desires that we have. Иными словами, у нас есть в первую очередь идеи, и после этого мы выбираем ту или иную философию, которая подтверждает наше верование. In other words, desire is primary. Иными словами, наше желание идет впереди. And then the logic, reason, philosophy comes in secondarily as a latecomer, like an advocate, to advocate on behalf of our desires. Затем логика, религия и философия являются лишь подкрепляющими факторами, которые только подтверждают нашу веру, ту или иную идею. So, in the marketplace of philosophy, there are so many models of reality. На рынке философии существует огромное количество различных представлений о том, чем является реальность. There's Plato's model. Модель Платона. There's Heidegger's model. Хайдеггера модель. There's Kant's model, Hegel's model, so many different Гегеля и так далее, различных философов. There's the Saint Augustine's model. Модель Святого Августина. There's the Orthodox Christian model. Христианское православное видение. So many different models are there in the marketplace of ideas. Иными словами, на этом рынке, на этом базаре различных идей существуют разные концепции философские. So which one do we choose? А какую же нам выбрать тогда? What makes us purchase that model in the marketplace of ideas? Что заставляет нас купить, приобрести ту или иную идею на этом рынке различных идей? We think it is the merit of the ideas themselves. Мы думаем, что сами по себе идеи являются достойными, по этой причине мы их выбираем. But the truth is, it depends on how those ideas correspond to the desires that we have. Но правда And that is why we choose. That is primary. Но правда заключается в том, что главным образом мы выбираем ту или иную идею, которая соответствует с нашим собственным мировоззрением. И если она это подтверждает, она нам становится близкой. Now, if a person tries to create a model, a hypothesis of reality, если человек пытается создать какую-то модель реальности гипотетически, based on their limited and imperfect perception, основываясь на своем ограниченном и несовершенном восприятии, then the model is bound to be imperfect, wrong. тогда эта модель, она просто вынуждена будет быть чем-то несовершенным. So they cannot be accepted. Поэтому такую идею несовершенную мы не можем априори принять. But when you come in contact with the Vedic tradition, Но когда вы приходите в соприкосновение с ведической традицией, you have an astonishing and most wonderful, unique opportunity. то вам предоставляется удивительная и уникальная возможность. Because the model of interpretation of reality given by the Vedas is not the product of limited and imperfect sense perception. Потому что модель интерпретации абсолютной реальности, преподнесенная ведами, она не является моделью, которая взошла к существованию с платформы несовершенных чувств. When the consciousness is confined to this physical body, then his perceptions are called the apara pratyaksha. Когда наше сознание привязано, ограничено рамками этого материального тела, то тогда то знание, та модель, которую мы приобретаем, она называется апара пратьякша. Apara means inferior. Апара означает догадка. And pratyaksha means direct perception. Пратьякша означает непосредственное восприятие. So the inferior direct perception will lead to models which are the erroneous. И иными словами, вот эти низшего характера апара пратьякша, этот метод, он приведет нас к каким-то несовершенным итогам. But when we speak of the Vedic knowledge, we are speaking of another kind of sense perception. Если же мы упоминаем с вами ведическую сторону восприятия, то тогда тут главенствующую роль играет совсем другой вид восприятия, который называется вайдушья пратьякша. The perception of a person
whose consciousness is completely free from the limitation and the confines of the material sensory mechanisms. Вайдуша Пратьякша означает восприятие той личности, которая уже вышла за рамки ограниченного чувственного восприятия этого мира, которая развенчала свою связь с этим миром, не обусловленной им. A person who, undergoing the process of devotional meditation, has become free from material ego and free from the limitations of the body. Та личность, которая практикует медитацию преданности, она полностью освобождается от материального эго и также освобождается от различных концепций, привязанных к этому телу. They can see what lies the other side of the perceptual horizon. Такие личности, они уже могут видеть дальше, чем вот этот ограниченный горизонт восприятия чувственного. And then hand over to us a model, a paradigm which is perfect. И такие личности, они могут уже донести до нас ту модель, ту парадигму, видя по ту сторону горизонта, которая является совершенной. And if we follow that paradigm, we can also become free from the limitations of the physical body, mind and senses, and also have a direct perception of what lies beyond our previous perceptual horizon. И таким образом, если мы последуем примеру, которому учат нас эти возвышенные личности, то тогда мы избавимся, выйдем из-под контроля нашего ума, тела, всех материальных обусловленностей, и также, подобно им, сумеем увидеть то, что находится по ту сторону горизонта. So, now we have two categories of models. Сейчас у нас две категории моделей. One model, one category of models, all these models are the product of the apara pratyaksh, inferior perception. Первая модель – это все, что находится под влиянием этого апара пратьякши, этого более низшего, ограниченного восприятия. And then we have the model, that is the Vedic model. It is based on Vaidusha Pratyaksh, the model coming from the direct transcendental perception of a sage, which is given to us, which leads us into the same experience. Второй вид восприятия, который называется Вайдуша Пратьякш, который нам приносит возвышенные святые, которые находятся по ту сторону реальности. Иными словами, они уже являются полностью одухотворенными, трансцендентными личностями, которые, протягивая нам свою руку, преподносят нам вместе с этим возможность увидеть то, что находится по другую сторону горизонта. So, it should be a very clear choice. Это должен быть очень ясный выбор. The first group of inferior models are destined to fail. Первая группа, это апара пратьякша, она просто вынуждена будет пасть. У нее нет никаких шансов, она несовершенная. And from the perspective of the epistemology, only the model coming from the Vaidusha Pratyaksh, the divine perception, has the chance of being successful. И с точки зрения эпистемологии, только этот второй аспект, который называется Вайдуши Пратьякш, или божественное духотворенное знание, он может иметь успех. So if the choice is so clear, why doesn't everyone choose the Vedic model? Если этот выбор настолько очевиден, почему же тогда все люди, они просто не выберут этот второй путь? Because, as I said before, our choice does not depend on the merits of the models. Our choice depends on what we want, what are our desires. Потому что, как я ранее сказал, наше восприятие, модель нашего поведения, нашего мировоззрения, она не зависит от совершенства той или иной представляемой нашему вниманию модели, но она полностью зависит от той веры, которую мы имеем первоначально. И когда у нас есть эта вера, то мы выбираем разные возможные модели, не обязательно совершенную самую. So, Krishna is saying, Deinam sasvabhavaja. The choice, the faith, where we place our faith. What type of model we place our faith in depends on our swabhav. That means, swabhav means the psychological disposition. И Шри Кришна объясняет, что та модель, та вера, которую мы выберем, тот путь, которым мы пойдем, зависит напрямую от нашей свабхавы. То есть та модель, в которую мы вложим свою веру, зависит от нашей природы. So, to understand this, then we'll have to know three models coming from the Vedic system. И чтобы понять это утверждение, мы рассмотрим три модели, которые исходят из ведической парадигмы. One is, what is the model
for understanding this material world. Первое – это модель к пониманию того, чем является этот материальный мир. Then, what is the model for understanding our self, the soul? Второе – это модель, которая даст нам понимание о том, кем является наша душа. And what is the model for understanding what lies beyond our perceptual horizon, whatever that may be, we can call that Krishna. Третьей моделью является то, что выходит за пределы нашего чувственного восприятия, то, что выходит за пределы того горизонта, который мы можем видеть, и это называется Кришна. Господь. Supreme conscious being. Верховное сознающее существо. So we'll look at them one by one. Мы рассмотрим их одну за другой. In the Vedic paradigm, this world is a combination of elements. Согласно ведическому взгляду, этот мир является комбинацией различных элементов. The gross substances that we can touch, taste, smell, those are the objects made of the element of earth. Те грубые субстанции, к которым мы можем прикасаться, которые мы можем нюхать, которые мы можем ощущать, осязать, они являются проявлением грубых элементов. Then there are liquids predominated by the element of water. И эти грубые элементы, в них главенствует элемент земли. Далее идут жидкости. Then there is the element of fire, which gives heat and light. Превалирующими среди них, этих жидких элементов, является вода. Далее идет огонь. Те осязаемые субстанции, к которым мы можем прикасаться. Then there are gaseous substances predominated by air. Затем газовые образования, которые превалирующим среди которых является воздух. And then there is space. И пространство. That is the element that accommodates the movement of all the other elements. Это тот элемент, который создает возможность для других элементов циркулировать, двигаться. So our physical body is made of these elements. Наше физическое тело состоит из этих элементов. Then we have our psychological body. Затем у нас есть наше психологическое тело. The psychological instrument is composed of an element called manas, mind. Этот психологический инструмент состоит из элементов, первый из которых называется ум, манас. Which is always accepting things and rejecting things. Его природа такова, что он всегда принимает обеты и отвергает, принимает какие-то вещи и тут же отказывается от них. Then there is buddhi. The next element, buddhi, intelligence. Следующий элемент в нашем психологическом теле называется будхи или разум. That is the psychological faculty which is used in recognizing objects. Этот психологический инструмент помогает нам в анализе, в выборе того или иного объекта. And also recognizing and organizing the movements of the psychological body into categories. Также он выявляет и располагает различные те или иные психологические тенденции по категориям. So many things are going on inside our head. Потому что в нашей голове роится огромное количество идей. And our intelligence is saying, this is a perception. Наш разум говорит, это восприятие. And this is a memory. Это память. This is an imagination. Это воображение. This is dream. Это сон. So we're aware of what things we're actually seeing, what things we're imagining, what things we're memorizing. All that order, internal order is there in our psychological body. Иными словами, весь этот спектр, вся вот эта внутренняя организация анализа, памяти, сна, воображения, все это присутствует. That is the function of buddhi. Это все включает в себя, это все функции будхи, функции нашего разума, заведует этим. Ahankara, ego. Следующий элемент внутри психологического тела называется аханкар или эго. The ego gives us the impression that we are doing all the activities our body is doing. It gives us the impression that the soul is doing it. Этот элемент эго дает нам такое восприятие, что бы мы ни делаем, это делаем мы. То есть мы воспринимаем этот аханкар, это эго вместо души, как будто за душу его принимаем. То есть мы думаем, что мы действительно действующие. Oh, recently I was in Dubai. Недавно я был в Дубае. So my friend there took me to an electronics shop to get a new speaker. Друзья повели меня в магазин электроники, чтобы я купил себе новый спикер. So when I walked in, once one shop assistant said, "Come here, try this."
Я туда вошел, и тут же ко мне подлетел один из консультантов и сказал: попробуйте вот это. And he took some VR goggles, you know, VR goggles, virtual reality goggles, and put them over my eyes. И он дал мне такие очки с виртуальной реальностью, просто надел их на меня. And at once I saw I was at the bottom of the ocean. Тут же я увидел, что я нахожусь на дне океана. Everything was in 3D. Все было в 3D изображении, в 3D формате. If you look this way, it's not like a screen. If you look this way, then you see. Well, if you look this way, then you'll see what's on the left side, to the right side, up, down, everywhere. You are completely projected into another virtual reality. Иными словами, куда бы ты ни посмотрел, налево, направо, вверх, вниз, всюду тебя окружала эта виртуальная реальность. Это не было так, что ты видишь только то, что находится перед собой. Акулы плавали там. Different schools of colorful fish. Различные разноцветные рыбки. It was exactly like being at the bottom of the ocean, moving here and there. В действительности я ощущал себя так, как будто я нахожусь на дне океана, ходил туда-сюда свободно. But I was actually standing in one electronics store. Ну, на самом деле я просто стоял в одном магазине электроники. But the impression is there, I was somewhere else. Но ощущение было такое, да, я нахожусь где-то в другом месте. So in the same way, our soul, the Atma, is transcendental. Подобным же образом наша душа, атма, она является трансцендентной. But because we have these virtual reality goggles called a material body, но из-за того, что на нас надеты вот эти очки виртуальной реальности, то мы думаем, что мы являемся этим телом. So we are thinking that now I am born. Мы думаем, вот я родился. Now I am growing. Сейчас я подрастаю уже. Going here and there. Вот хожу туда-сюда. Now I became old. Уже состарился. Now I am dead. Ну все, мертвый. Now I am born again. Снова родился. We go through the stages of life. Actually, our soul is not going through any stages of life at all. И мы претерпеваем различные стадии нашего жизненного пути. Но на самом деле душа наша, она никуда не двигается. Only this element of ahankar, that the ego, with which our consciousness is focusing on, gives us this connection with the physical body. Otherwise, we are not at all this body. Только этот элемент аханкара, на котором фокусируется наше сознание, она дает нам впечатление того, что мы рождаемся, ходим, что-то делаем и так далее, умираем. Но на самом деле душа наша, она стоит на месте, она никаких действий не совершает во всем этом. You may feel very strongly that you are this body, but it's not a fact. Очень сильную связь с этим телом вы можете ощущать, что это же я все делаю, но это не является фактом, это не является реальностью. When you try to search for the truth, you search under the dark cloud of that ego, so you will not find anything. Пытаясь осознать истину, что вы делаете в этом темном облаке вашего эго, аханкары, вы пытаетесь что-то рассмотреть, но у вас нет никакой возможности постичь эту абсолютную реальность, пока вы в нем находитесь. Only when we get guidance of a person who has gone beyond that ego, then they can help us come out from that confinement. Только тогда, когда мы получаем руководство какой-то возвышенной личности, которая уже вышла за пределы этого облака эго, только тогда мы можем получить правильное направление, он укажет нам правильный путь, как выбраться за пределы этого. So this illusion, this identification with the physical body and mind, oh, it's so strong. Эта иллюзия, это отождествление себя с физическим телом и умом, она невероятно сильна. A few months ago, I was in Australia. Несколько месяцев назад я был в Австралии. So there I met one friend named Alan. С одним другом, его зовут Алан. He's an old person, about maybe 75 years old. Он уже такой старичок, ему 75 лет. So he was telling me when he was a young man, he was a communications officer in a merchant navy ship. И он рассказывал, что когда он был молодым, то он был офицером по каким-то торговым делам. So in those days, the ships they used to communicate by a Morse code, you know. Они были связаны с корабельным хождением туда-сюда. Да, и в те времена сигналы передавались с помощью азбуки Морзе. You know, dot 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 dash dash dot 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 dot. Знаете? The communications officers are so very fluent in this language, Morse code. Ну и, разумеется, эти люди, они являются профессионалами своего дела, они очень хорошо с этим совсем быстро справляются. Well, he used to talk to me also in Morse code. Он тоже со мной по этой азбуке разговаривал. He would come and shake my hand. Он приходил, сжал мою руку и начинал пип-пип. That means hello, Prem. И говорил привет, Прем. Вот что это означает. So he was saying that once he was on a ship and it came in a very big storm.
И он рассказал мне историю того, как однажды он плыл на корабле и начался огромный шторм. So he had to send a message for some help. И ему надо было разослать сообщение о помощи. So he came over to the apparatus. Он подошел к операторам, в эту And he операторскую. had both hands on different parts of the apparatus and he was pressing. Обе руки положил на машину, начал жать кнопки. But there was a malfunction in the machinery. Но машина дала сбой, ничего не работало. And thousands of volts of electric current went through him. Его просто огромным разрядом электричества поразило ему все тело. And his hands were fused to the, he couldn't let go because the current fixed his hands onto the apparatus. И когда его так тряхануло, то его руки просто прижало вот к этой машине, потому что сила тока повлияла так, что его просто присосало туда, он даже руки оторвать не мог. And he immediately became unconscious of his body. Тут же он потерял сознание. But he did not become unconscious. Но на самом деле он не потерял сознание. He saw himself from the vantage point of being in the air. Он просто вылетел из тела, он увидел себя со стороны, парящим. He was looking down and he could see his body fused to the equipment and going like this. Он посмотрел со стороны на свое тело, увидел, что там происходило, увидел, что руки его приросли к этой машине, и его трясло от этого тока. Then he saw the captain of the ship jump and tackle him, you know, like in rugby, and knock him down to the ground to break his hands off the machine. Затем он увидел капитана корабля, который подбежал к нему, сбил его с ног, как, знаете, в регби вот так бывает, они захватят друг друга, раз и бросил его на землю. And in the air, he was looking down at his own body lying on the ground, and the captain of the ship tried to start his heart. И он наблюдал за всей этой картиной, он уже лежал на полу, капитан делал ему массаж сердца, прямой, стараясь оживить его. So then, after some time, the captain was successful, and he felt himself being pulled back into the body, and he opened his eyes. Через некоторое время усилия капитана увенчались успехом, и он нашел себя уже втягиваемым в тело, возвращающимся в сознание. So then he was very grateful to the captain. Конечно, он был очень благодарен капитану. And he told the captain, I saw everything that you did. Он сказал капитану: я все видел, что ты делал. How you tackled me, how Как ты you were меня resuscitating сбил, me. оторвал меня, и видел, как ты пытался меня оживить. And the captain confirmed, yes, Капитан подтвердил: everything you said, да. that's what I did. Вот это в точности подтверждает все то, что я делал. So it was not a dream or anything, Это не because был it was сон. confirmed. Все было подтверждено. So then many years passed by. Много лет прошло. And he met with some devotees. И этот человек, он встретился с преданными And the Господа. devotees told him, you are not this physical body. И преданные ему сказали: вы не являетесь этим физическим телом. And then he remembered years before what happened to him. Oh yeah. И тогда он вспомнил: да, я же... I'm not this body. Он вспомнил ту ситуацию, когда его вынесло из тела, он подумал: действительно, я же не это тело. Just see how powerful is illusion. Посмотрите, насколько сильна иллюзия. Even you come out of your body Вы даже выходите из вашего and тела, you're watching. смотрите за всем, наблюдаете, Then when you go back in, but the idea does not come, I am not this body. а возвращаетесь обратно в тело, и у вас даже ни малейшей идеи о том, что вы не являетесь этим телом, не присутствует. Because Maya illusion is so powerful. Потому что майя, иллюзорная энергия, она невероятно могущественна. Only when a person who was in knowledge told him the reality, then he began, oh yes, I am not this body. Только когда преданный, тот человек, который был наделен этим знанием, он сказал ему, что ты не являешься этим телом, его прошибло это осознание: да, действительно, я же не являюсь этим телом. So how powerful is this ahankar, ego? Насколько могуществен этот аханкар, это эго. Then there's one last part of the subtle body. И есть последний аспект, последняя составляющая нашего тонкого психологического тела. It is called chitta. Называется читта. The chitta actually doesn't do any activity. Это читта, этот элемент, он не делает никакой It деятельности. is only a reflecting medium. Это просто такой, как витрина, абсолютно прозрачная среда. And so the soul, the spirit soul, who is a particle of spiritual energy, is looking into the chitta. И духовная душа, являющаяся трансцендентной по своей природе, она смотрит через призму вот этой витрины, этой читты. But though this chitta is like a mirror, the soul cannot see himself.
Но несмотря на то, что эта чита, она уподобляется зеркалу, но свое отражение душа видеть в ней не может. Because this mirror is not clean. Потому что это зеркало, эта чита, она не является абсолютно прозрачной. Just as if there's a layer of dust on a mirror, then you cannot see your reflection. Подобно тому, вот если есть зеркало, которое запыленным является, то вы свое отражение в нем не увидите. So similarly, when there's a layer of ahankar, ego, on the chitta, when there's a layer of buddhi, material intelligence, when there's a layer of manas, material mind, and then all the gross elements of the physical body, then the soul cannot see or know himself. Подобным же образом, когда наша душа, она старается воспринять себя, смотря на эту читу, на эту прозрачную среду, но если эта чита, она покрыта как пылью, этим слоем аханкара, этим слоем означает эго материального, или этим слоем будхи разума, или слоем манаса ума, и также симбиозом всех других грубых материальных элементов, то тогда душа не может себя постичь как душу. So, true education is not making a study of so many imperfect models which are born from apara-pratyaksh, inferior sense perception. That is not true education. True education is how to clean this chitta so that we can realize who we are. И подлинное образование, оно не заключается в том, чтобы изучить различные модели, предоставленные нам апара пратьякши, этим более низшим восприятием с платформы наших несовершенных чувств, но нам следует очистить читу, очистить зеркало нашего ума для того, чтобы быть способным восприять абсолютную реальность. То есть мы должны способ очищения читы постичь. Вот это является подлинным образованием. Why do we choose models other than the Vedic model? По какой причине мы выбираем, предпочитаем ведические модели, другие модели? As we mentioned, in Gita said it is because of swabhava. Как мы упоминали прежде, Бхагавад-гита объясняет, что этот выбор обусловлен нашей свабхавой, нашей природой. Swabhava means your psychological disposition. Свабхава означает ваше психологическое восприятие себя. If you look at everyone, everyone's nature is different. Если вы посмотрите друг на дружку, вы увидите, что природа у всех у нас абсолютно отличается. Some people are very jolly. Некоторые люди, они очень веселенькие, очень такие позитивные, другие в полной депрессии. Some people are very intellectual. Другие интеллектуалы. Some people just like to play sport. А другим людям просто им нравится мяч гонять. Some people are very honest. Спортом заниматься. Другие люди очень честные. Some people, they act like they're honest, but internally they're thinking how to cheat you. Другие люди, они только притворяются такими искренними, а на самом деле они внутри думают, как же его провести. Then the honest person who is naive, they always get cheated because they cannot believe, they think that everyone is like them. И тогда наивный, честный человек, он никогда не может понять того момента, где кто, когда собирается поставить ему ловушку. Почему? Потому что, будучи сам искренним и простосердечным, он думает, что таковыми являются все. Some people are very angry. Другие люди, они злые по природе. Many people are a mixture of all these different things. А некоторые люди, они являются просто смесью, помесью всех этих качеств. So this is a swabhava, or disposition. Это и называется свабхавой или нашей природой. Now, what is that swabhava, practically, ontologically? Теперь, каково онтологическое положение, как рассмотреть, что является природой этой свабхавы? You see, что является ее основой? Your eyes are like cameras. Вот смотрите, ваши глаза, они как камеры. Your ears are like tape recorders. Уши, они как записывающие, звукозаписывающие устройства. Everything that you see and hear is being recorded as a samskar, an impression in the chitta. Все, что вы видите, все, что вы слышите, ложится определенным слоем на самскару, на зеркало вашего ума, на читу. Все это записывается. So, everything that you've experienced in many previous lifetimes is recorded in the chitta, that is in your subconscious mind. Иными словами, все, что вы делали когда-либо, все это записывается в вашем подсознательном уме или в вашей чите. And the aggregate of all of those impressions taken together makes our swabhava or our nature. И вот эта вот сборная солянка различных впечатлений, собранных нами с прежних времен, и является нашей свабхавой, нашей природой.
So, if the aggregate, the conglomerate of all the impressions of a person, if they're predominantly tamasic, dark. И вот если конгломерат этих впечатлений, он главенствующим образом призван к существованию с платформы невежества, тамасичный опыт, нечистой жизни живет человек. Это означает, иными словами, что такой человек, он много грешил в прошлом. Что означает греховное, что означает не греховное? Греховная деятельность означает та деятельность, которая заставляет вашу читу, ваше сознание погружаться во тьму, спускает вас. It is not that objectively alcohol or cigarettes or meat that they are bad. Это не то, что сами по себе алкоголь, сигареты, мясо — это плохие субстанции. But the effect of these things on your chitta is that makes the chitta go dark. Но влияние на вашу читу, на зеркало вашего ума является таким, что ваше сознание затемняется. So therefore these activities are called sinful activities. Поэтому такая деятельность называется греховной, неблагочестивой деятельностью. So if when the consciousness has been darkened by impious activities, then your shraddha, your faith tells you that behind that perceptual horizon there is no God. И когда ваше сознание становится затемненным вот этой греховной деятельностью, когда вы имеете много опыта такой нечистой жизни, то тогда ваше чувственное восприятие с платформы этой темноты, оно вам говорит, что за пределом этого горизонта восприятия Бога нет. So atheism is not a philosophical position. Атеизм — это не какая-либо философская позиция. It's a type of faith. Это вид веры. But it's a tamasic faith which has come about by the accumulation of sinful activities in previous life. Это просто вид невежественный, вид тамасичной веры, которая взошла к жизни благодаря тому, что в прошлых жизнях вы много грешили. So that is called tamasic shraddha. Это называется тамасичная невежественная шрадха. Вера. If the aggregate of all your experiences is predominantly rajasic, затем, если конгломерат всех ваших восприятий, этих впечатлений, он главенствующим образом страстный, означает раджасичный, that is passionate. Страстный. So then you believe that there's God. Вы тогда верите, да, Бог есть. But you are confused about what that God might be like. Вы немножко сбиты с толку, ну какой этот Бог, я не знаю. And because of the passion, the ambition, the worldly desires, you try to appropriate the power of God into your own agenda. И из-за ваших амбиций, из-за вашей вот этой страстности, из-за многих-многих материальных желаний, вы стараетесь Бога как-то вписать в концепцию своего восприятия мира, как-то. So when there's a war, then the Americans on one side are saying, God bless America. Иными словами, вы спускаете Господа на свой план. Это как такая тонкая манипуляция. Вы, когда война начинается, американцы говорят, Господи, благослови Америку. And the Germans on the other side say, God mit uns. God is with us. Немцы говорят, Боженька с нами. They all think that God is on their side and they're trying to kill each other. Каждая нация уверена, Бог с нами, Он на нашей стороне, и стараются друг дружку убить. This is the mode of passion that you try to involve God in your plans. Это гуна страсти, это гуна амбиций, когда мы стараемся Бога спустить на наш мирской план. Then there is a sattvic shraddha. Затем есть сатвичная, благостная шрадха, вера. So when sattva is there, a person who is very dharmic, very religious. Когда энергия благости присутствует, саттва гуна, то тот человек, который является очень религиозным, дharмичным, then he believes, oh, I am a soul. Он начинает верить, да, я душа. He chooses that model. Он выбирает эту модель. Because of his disposition, the impressions accumulated from many lifetimes. Из-за тех впечатлений, которые он собирал с предыдущих жизней. So I am a soul, того образа жизни. And I should try to be liberated from this world. Такой человек думает, я являюсь душой, и мне надо постараться понять, каким образом освободиться из оков этого мира. But even he cannot understand what lies beyond this material world. Но даже такому человеку не под силу узнать, что находится за пределами этого чувственного горизонта, что находится за пределами Because his мира. shraddha, his faith, his sattvic, it is part of the higher material energy. Потому что его вера, его шрадха, будучи благостной, тем не менее, она не выходит за пределы материальной конструкции Вселенной. Все равно это материальное. Даже если благостная энергия. А как тогда узнать, что находится в божественной обители? That one will invest
his time and energy and effort in realizing and attaining the divine realm. Чтобы человек, он полностью уже всецело посвятил себя тому, чтобы выйти на поиски вот этой божественной, трансцендентной духовной обители. Without any expectation of worldly remuneration. Без всяких ожиданий получить что-то на материальном плане для себя. What type of sanskar gives you that shraddha, that faith? Какой вид самскар, какой вид впечатлений дает вам такое восприятие? So nothing in this world can give you that faith. Ничто в этом мире вам такую веру дать не может, нет никаких инструментов на нашем плане. Only when Sri Krishna himself sends his associates, his saints into this world, then by associating with them and hearing from them, they, by their grace, cause that nirgun shraddha, faith which is beyond the gunas, to appear in your heart. Только когда Шри Кришна, только когда Верховный Господь, Он посылает из своей божественной обители спутника, который может удалить с вас вот этот налет этого мирского восприятия, только тогда под его влиянием в вашем сердце пробуждается ниргун шрадха. Это означает та вера, которая не обусловлена никакими материальными энергиями. That is called the Bhakti Lata Beach, the seed of devotion that will one day grow and become love of God. Это называется Бхакти Лата Бич, или семя преданности, которое будет прорастать все больше и больше, и однажды оно приведет вас к любовным отношениям с Верховным Господом. So we have spoken about the model of the material energy and how the soul is distinct from that. Мы поговорили с вами о модели материальной энергии и то, каким образом душа отлична от нее. Now we want to speak about the model concerning, the paradigm concerning Godhead. Сейчас мы хотели бы поговорить о парадигме божественности. In Vedic culture, God has a spiritual form. В ведической культуре говорится о том, что у Господа, у Него есть духовная форма. And that form is unlimited. И эта форма, она безгранична. God expands into many, many different forms. Господь, Он распространяет себя во множество различных форм. To relate to everyone in accordance with their desired flavor of devotion. Для того, чтобы протянуть свою руку ко всем живым существам, именно в тех отношениях, к которым склонно это живое существо. То есть Господь таким образом, Он очень персонален. So if a person is inspired, I want to glorify the all-powerful Almighty Lord, then the Supreme Lord appears before them in the form of Narayana. Если человек думает, я бы хотел прославить этого всемогущего, эту великую, наделенную всеми силами личность, то тогда такой человек, он придет к поклонению Господу Нараяне. Narayana is the aspect of God as the supernatural being who is the root of all existence. Нараяна — это такое сверхъестественное, могущественное проявление Господа, которое является источником всего творения. And he exchanges love with his devotees. И он обменивается любовными взаимоотношениями со своими преданными. Но his devotees always consider themselves to be very small and insignificant, and he is great. So because of the difference in stature, there are no feelings of intimacy between them. Его преданные не всегда чувствуют, тем не менее, несмотря на возможность взаимоотношений с ним, они всегда чувствуют такое состояние благолепия, очень возвышенного почтения. Иными словами, это близость, которая приходит от таких родственных взаимоотношений, от близости, стирания каких-либо рамок, она не может установиться между Господом Нараяной и его преданными из-за вот этого трепетного отношения к нему, из-за этого раболепия. There is a feeling of love between master and servant. Между слугой и господином есть чувство любви. But we see that in this world, the love between friends is a superior and sweeter love. Но мы видим, что в этом мире более ценится дружба, которая связывает не господина и его раба, а дружба друзей, когда они равны друг другу. Потому что дружба, она может существовать там, где есть чувство равенства. So as long as God will manifest Himself with His power and opulence, then He cannot have any friends. И поэтому, если Господь, Он являет себя во всем своем величии, великолепии, то Он просто себя ставит в такое положение, что это невозможно с Ним дружить. And so that aspect of God is not considered to be Godhood in its completeness. И такой аспект божественности, он не является наиболее полноценным.
Another flavor of love is parental love. Другой оттенок любви, любовных взаимоотношений с Господом, это родительская любовь. How a child experiences the love of his parents. Как ребенок чувствует любовь своих родителей. If God is unlimited, then the question arises, can he experience this type of love or not? Если Бог, Он является всемогущим, всеобъемлющим, то возникает вопрос, а может ли Он испытывать такой вид любви, родительской любви? But who can be a parent of God? God is the origin parent of everyone. Ну а кто может быть тогда личностью, подходящей на эту роль родителя Господа? Он же источник всего. So it seems like a catch-22, an intractable puzzle. Поэтому это смотрится как будто такой невозможный к сборке пазл. That on the one hand, God must be unlimited. С одной стороны, Бог безграничный. But his unlimitedness limits his experience Но эта of different безграничность, flavors of love. но эта безграничность, она получается, является препятствием к тому, чтобы он вкушал различные настроения любви своими преданными. So the Vedas say no, there's no limitation. Веды говорят, нет, у Господа нет никаких ограничений. Because God has an energy called Yoga Maya. Потому что он наделен энергией, которая называется Йога Майя. And this Yoga Maya makes him, in his original form, forget that he's God. Эта Йога Майя, она побуждает Верховного Господа в его изначальном состоянии восприятия себя, забыть о том, кем он является. И также его спутники, его преданные в духовном мире, они забывают о том, кем он является, что он является всемогущим Богом. Они даже забывают о том, что они находятся в духовном мире, они воспринимают себя как обычных людей. And so Krishna can relate like a natural child with everyone. Таким образом, Кришна, он как обычный малыш, как простой ребенок может себя вести со всеми. He can feel parental love. Он может испытывать родительскую любовь, дружбу. He can fall in love. Он может влюбляться. And have a romantic relationship. Иметь романтические отношения. With Radha and the gopis of Vrindavan. С Радхой и с другими девушками гопи Вриндавана. So in this way, by hiding his Bhagavata, his godhood, that facilitates the endless, sweet and beautiful play of different loving relationships. Таким образом, скрывание, сокрытие своей бхагаваты, своей божественности, оно дает возможность к проявлению различных вариаций в любовных взаимоотношениях с его преданными, с его спутниками. There he is not the supreme controller. В духовном мире Господь не является верховным контролирующим. But rather, the ladies of Goloka Vrindavan, they can say to Krishna, I have a sweet. If you dance and sing the song, I'll give you this sweet. Но девушки, женщины на Галока Вриндаване, в духовной обители Господа, они могут ему сказать, я тебе дам вот эту сладость, если ты сейчас передо мной потанцуешь. And Krishna, like a child, will sing and dance and say, give me this sweet. И Кришна, как маленький ребенок, ну ладно, он там станцует, дайте мне сладость. He becomes like a puppet, controlled by the love of his devotees. Он уподобляется марионетке, которая контролируема любовью его преданных. So, when we hear these things from a saint, then impression comes. Oh, how beautiful! Когда мы слушаем об этом от святых, то мы получаем такое впечатление, насколько это прекрасно. This is a God I can love. Вот это Бог, которого я мог полюбить. I want to realize Krishna. Я хочу осознать Кришну. Other persons have followed the path of bhakti and they have seen him. So why not me? Другие личности, они следовали по этому пути бхакти, они уже увидели Кришну, осознали его, почему же не я? In fact, I have been created for this purpose, so why not? В действительности, я только и был для этого создан, почему нет? If God has created me for this, so this is His intention, and my intention and His intention become the same, then there must be success. Если Боженька меня для этого создал, то если я имею таковые намерения, если Он имеет таковые намерения, то почему нет? У нас все получится. So, when we begin to feel this, that means now nirgun sadha, a faith which is beyond this world, has been impressed as a sanskar, impression in our heart. И таким образом, когда наше сердце наполняется такими чувствами, это указывает на то, что служит верным признаком того, что это ниргун шадха, это вера, духовная вера, трансцендентная вера, которая не зависит от этого материального мира, она уже проявилась у нас. Then our whole life, all of our activities come under the control of that samskar, that impression. И тогда вся наша жизнь, она становится подконтрольной вот этому духовному впечатлению, этой самскаре, этой ниргун шадхи. And gradually, by practicing bhakti yoga devotion to Krishna, then
the ego will dissolve. И постепенно, по мере того, как мы совершаем практику преданного служения, бхакти, наше эго, оно растворится. That means you can take off your virtual reality goggles. Это означает, что вы сумеете снять эти очки виртуальной реальности, в которых вы сейчас находитесь. And you can see, oh, I am not in Rostov, I'm in Vrindavan. И вы увидите, так я же не в Ростове, я во Вриндаване. So this is the process of spiritual. Таков процесс духовной жизни. I tried to explain it in brief summary. Я постарался очень кратко вам его описать. So take these things into your heart. Возьмите все, что я сейчас сказал, в свое сердце. This is the most valuable treasure of our life. Потому что это самые большие драгоценности нашей жизни. Like a plant, you have to give some water every day, otherwise it will become dry. Это знание, которое вы получили, оно подобно росточку, которое вам надлежит поливать каждый день. В противном случае росток умрет. Once you have received this seed, you have to give water every day by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, and it will grow and produce the fruit of pure love. Как поливать этот росток? Как его поливать? Его надо поливать водой святого имени, и когда вы будете воспевать каждый день Махамантру, то тогда он вырастет в невероятно красивый цветок. Спасибо. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте, пожалуйста. Сергей. Часто спрашивают, очень много видов йоги есть. Что есть много видов? Очень много видов йоги. И все, кто рассказывает о йоге, будь то раджа-йога, будь то кундалини-йога, будь то еще другие виды йоги, все говорят тоже о йоге. И вот есть бхакти-йога. И я даже слышал от обычных ученых в России, которые говорят, что бхакти-йога очень короткий путь. А вот как вот сказать, да, это очень короткий путь, как это понять, почему же он такой короткий? Yes. The reason Bhakti Yoga is most effective. Причина, по которой бхакти-йога является наиболее эффективной, because all the different types of yoga, they try by mechanical means to restrain the chitta vrittis, the whirlpools of different thoughts and feelings and attachments in the chitta. Заключается в том, что, как правило, различные виды йоги, они механическими манипуляциями пытаются свести на нет различные читта-врити, те колебания, которые есть в уме у человека, подавить их. The different yogic techniques all have this same principle in common. Все йогические техники, они как данность имеют такой принцип работы. And they know that avidya, that means ignorance, is the root cause of all the oscillations of the mind that they're trying to quell. И они имеют представление о том, что авидия, что невежество, оно является коренной причиной всех проблем, всех заблуждений, с которыми сталкивается душа. But what they don't know is what is the cause of avidya. Но то, чего они не знают, каково является причиной возникновения этой авидии, этого невежества. That causes forgetfulness of Krishna. Да, иными словами, то, что забывает нас, то, что заставляет нас забыть о Кришне. Krishna boli say jivan adir bahimuk atayava mayataridya samsara dukh. As soon as the soul is forgetful of Krishna, then this avidya comes, and then this avidya makes all the oscillations in the chitta. Как только душа забывает о Верховном Господе, забывает о Кришне, то тогда тут же это авидия, это невежество, оно приходит и немедленно покрывает душу, заставляя ее забыть о Господе. So the different types of yoga, they address the symptoms of avidya, ignorance, but not only bhakti yoga addresses the cause. Таким образом, различные школы йоги, они стараются иметь дело с тем следствием, с авидией, с этим невежеством, которое в действительности было вызвано
забытием о Господе, но вот самой этой коренной причиной с забвением Господа они не имеют никакой связи, то есть они работают со следствием. If a fan is blowing and you're cold, например, дует вентилятор, вам становится холодно. so you want to stop the fan. Вы хотите остановить его. So you can try to catch the blades with your fingers. Вы, конечно, можете постараться схватить вот эти вот вращающиеся диски руками. This is a mechanical way to try to stop it. Это механический образ того, как вы можете с ним иметь дело. But the cause of the fan is the electricity. Но причина работы этого вентилятора – это электричество. So if you just go and turn off the switch, then your problem is solved. Поэтому если вы просто подойдете к розетке, вытащите шнур, то тогда проблема ваша будет решена. So our chitta has so many oscillations, desires, attachments, and by different yoga techniques you try to control them. But the cause of all this is forgetfulness of Krishna. That's like the switch. So if you go directly to the switch, you directly engage in bhakti to Krishna, then automatically all the effects of yoga are achieved automatically. И таким образом все различные школы йоги, с чем они имеют дело? Они имеют дело с этими следствиями. Ну, то есть, иными словами, они все стараются схватить вентилятор за вот эти лопасти, вместо того, чтобы подойти к розетке и выдернуть шнур, в то время как бхакти-йога напрямую, она работает с коренной причиной, с забвением Господа, которая позволяет решить эти проблемы. So, but still people, they try to follow the other types of yoga and different practices. Why? Swabhav. Потому что йога работает только на внешнем уровне. Тем не менее, люди, они обращаются к различным видам йоги, йогическим практикам. Почему? Почему они не идут к основе бхакти-йоги? Потому что таковой является их свабхава, их природа. Иными словами, в зависимости от того образа жизни, который они вели, либо они будут более невежественными, либо они будут более страстными, амбициозными, либо они будут более благостными. В зависимости от того вида жизни, который они вели, они будут выбирать тот или иной путь. So only when a person has the association of a sadhu, then they receive this nirgun, transcendental samskar, impression. Then they become inspired to follow God. И только от соприкосновения со святым, с той личностью, которая является освобожденным от этой обусловленной реальности, когда такая личность, она придет в их жизнь, то только тогда они смеют получить вот этот опыт, который выходит за пределы материального восприятия и выскочить в более высокие. Or they may have this impression from a previous life. Энергия. Или такие люди, они могут иметь опыт практики духовности с предыдущей жизни. And then as soon as they meet any devotee with Tulsi Mala and Tilak, it comes out again and they begin their practice again. They continue where they left off. Такие личности, они просто могут увидеть человека с тилакой, с бусиками на шее, и им даже ничего говорить не надо, они просто вас увидят, и они зажмутся сразу. Почему? Потому что они вспомнят то, что они испытывали в прошлой жизни. This is why in Gita, Krishna essentially gives two types of recommendation. Поэтому в Гите, в Бхагавад-гите, Шри Кришна дает, по сути, два вида рекомендаций. One is to do your duties. Первое – исполнять обязанности. Without attachment to the result. Без привязанности к плодам. And offer the fruit to Krishna. И предлагать плоды вашей деятельности Кришне. This is called Nishkarma Karma Yoga. Это называется Нишкам Карма Йога. And along with that, you should do some, chapter 6 of Gita, some yoga meditation. И вместе с этим посвящением плодов Господу вы делаете какую-то медитацию йоги. Это написано в 6 главе Бхагавад-гиты. Должны повторить слово and search out Paramatma in the heart. И разыскивать Параматму в сердце. Along with your Nishkam Karma Yoga. Наряду с практикой деятельности без достижения ее плодов, Нишкам Карма Йогой. So this is one prescription of Bhagavad Gita. Таковым является одно из предписаний Бхагавад-гиты. Then the other prescription, Sarva Dharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja. Leave everything and just do bhakti to me. Или другое предписание, о котором Кришна говорит в Бхагавад-гите, он говорит: оставьте все виды религиозной деятельности и просто предайтесь мне. Only bhakti is the best. Only by bhakti can you know me. Потому что только посредством бхакти, этого любовного преданного служения, вы можете узнать, кем я являюсь. So why does Krishna give one instruction and then cancel it out in the end? По какой причине Кришна так себе противоречит? Дает сначала одно наставление, а потом в самом конце он говорит: оставьте вообще все религии. Because there are 4 persons of different adhikar levels of eligibility. Потому что Кришна осознает, что существуют личности, которые наделены различным
адикарам, различным уровням квалификации. Не все способны просто предаться ему. So the first path, that is for those ordinary general persons. Первый путь предложения плодов Господу для обычных людей. To stop them from sinking down in the ocean of material existence. Для того, чтобы просто воспрепятствовать их дальнейшему падению в ходе их материальной жизни. And the second option is for those who have sadhu sangha, the association of saints. Вторая же опция — оставить все виды религий и просто предаться Господу, она призвана, обращена к тем личностям, которые уже соприкоснулись со святыми. So, because Krishna knows that everyone in the world, in this very life, may not get sadhu sangha. И Кришна, он прекрасно осознает тот факт, что не всем в этой жизни посчастливится встретиться со святыми. So he gives both options for those who have not associated with saints and for those who have attained the association of saints. Таким образом, Кришна, он дает две опции для тех людей, которые со святыми не встретятся, и для тех людей, которые повстречают святых. So Bhagavad Gita is most wonderful. Бхагавад-гита — удивительное произведение. Krishna is God. When he tells something, it's perfect. Кришна является Верховным Господом. Когда он что-то говорит, это является совершенным знанием. Thank you. Спасибо. Perhaps we can take one more question. Может, еще один вопрос, если у кого-то есть? А вот что с остальными людьми, которые не могут там сразу, они постепенно, да, получается, это? Те, кто не могут сразу прикоснуться постепенно. Кто-то может йогой не может заниматься. Ты имеешь в виду с теми людьми, которые даже плоды Господа не предлагают? Да. Разрушены будут. In Gita, Krishna said, those who don't have faith in even the path of dharma, religiosity, then they will go down. Кришна говорит в Гите, что те люди, которые не верят в путь религиозности, ничему не следуют, то они просто пойдут вниз. It is inevitable. Неминуемо это. Because if a person is living only for their happiness, they will, by necessity, get that happiness at the expense of others and accrue for themselves the sinful karmas. Потому что если какой-либо человек, он хочет счастья, но ищет его не там, это означает, что он пойдет тем путем, что он будет высасывать это счастье из других людей. То есть он будет использовать других людей, а посредством этого он накопит себе огромную плохую карму и просто пойдет как Титаник вниз. Вот вы кушаете мясо, это что означает? Что кто-то другой умер для того, чтобы вы его покушали. Поэтому кармическая реакция вас непременно настигнет. Поэтому это очень важно. Everyone should try to follow at least religion, dharmic life. Все хотя бы должны стараться следовать принципам дharмической жизни, религиозной жизни. And that is relatively good. Это относительно хорошо. But absolutely it will not elevate the soul to the spiritual world. С абсолютной точки зрения это не поможет душе возвыситься до высочайшей обители. It will just help one be sattvic. Это просто поможет человеку жить в рамках материального мира, быть просто благостным. But in this world nothing is stable, so one will not be able to remain there for a long time. Gradually, one will go down. Но в этом мире ничто не является стабильным, поэтому даже такие благостные люди, все равно с течением времени они будут вынуждены упасть, они пойдут вниз. So the shelter of loving service to the Supreme Lord is essential for every soul. That is our nature. Поэтому прибежище любовного духовного служения Верховному Господу, оно является неименуемым. Почему? Потому что таковой является природа нашей души, служить Господу. Only that is mangal, auspicious. Только это является мангал, только это является благоприятным. So we'll sing one kirtan. Споем сейчас песенку. And we're inviting everyone, please come to our program this evening. Приглашаем всех, приходите, пожалуйста, сегодня вечером на нашу программу. The kirtans are starting at 4 o'clock. Киртана начнется в I 4 will arrive часа at 5 o'clock. дня, я приеду к 5. And then there'll be seminar this evening. И сегодня вечером у нас будет семинар. Приходите вовремя, чтобы когда Гурудев пришел, все уже были на месте, и не опаздывайте. Мы будем обсуждать философию Кришна-татвы и будем рассказывать о сладостных играх, которые совершал Господь.
Krishna
Jai Gaur Prema